Ну что, про Рено французский броневик я рассказал. Про немецкую субмарину «Форель» на службе российского флота тоже поведал. Предлагаю расширить географию наших моделей. Возьмем Италию. Хороший вариант. Вино, Колизей, шедевры эпохи Ренессанса и Лансия 1Z. Именно в этом выпуске я буду говорить об итальянском броневике Lancia 1Z. Тем более один экземпляр от Copper State Models у меня уже собран. А в шкафу прячется Armored Tender, служивший британцам на базе той же Лянчи, тоже от Copper State Models, да еще по предзаказу полученный. Вдобавок, снова новости от Copper State Models. Они анонсировали Lancia 1Z с двойной башней. А ведь есть еще и 3D модели. Про них я вам тоже поведаю. Как видите, рассказать есть о чем. Итак, третий выпуск нашего канала. И это Lancia 1Z. Для начала история прототипа. По старинке заходим в Википедию, чтобы получить общую картину. Там мы находим следующие строки. В ходе Первой мировой войны итальянской армии потребовалось более мощные бронеавтомобили, чем старые Бьянчи. Проектированием новой машины занялась фирма Ансальдо из Турина, взяв за основу шасси двухтонного грузовика Lancia 1Z. Казалось бы, все ясно. Броневик строился на базе грузовика с названием 1Z. Ищем в сети этот грузовик. И... ничего. Пустота. Сразу возникает вопрос. Почему? Чтобы найти марку шасси, ставшего основанием этой боевой машины, нам придется немного глубже окунуться в историю фирмы Ансальдо и Lancia, чем мы сейчас и займемся. Прежде чем мы двинемся дальше, я хотел бы сделать важное уточнение. У меня нет докторской степени по истории, и уж тем более нет пропуска в секретные архивы Министерства вооружения Италии начала 20 века. Я не листал пожелтевшие от времени оригинальные чертежи на заводах Лянча или Ансальдо. Все мои выводы и умозаключения — это результат кропотливого сбора информации из открытой сети, книг и, как бы странно это ни звучало, кратких исторических справок и инструкций моделей от Copper State Models. По сути, я лишь вожу пальцами по морской клади, скажем так. Начнем с Lancia, или, как у нас в простонародье говорят, Лянча. История этого бренда неразрывно связана с ее основателем Винченцо Лянча. Говорим Лянча, подразумеваем Винченцо. Говорим про Винченцо, подразумеваем Лянчу. Это тот редкий случай, когда фамилия на радиаторной решетке полностью отражает характер человека, стоявшего у истоков бренда. Родился он 24 августа 1881 года в семье состоятельного Джузеппе Лянча, став четвертым и самым младшим ребенком в семье. С малых лет Винченцо готовили в юристы или на худой конец в бухгалтеры, но, как это часто бывает, спросить самого ребенка о том, кем он хочет стать в будущем, просто забыли. Впрочем, Винченцо сам определил свою судьбу. В доме семьи Лянча в Турине подсобное помещение под мастерские арендовали братья Чейрано, организовавшие там производство велосипедов под маркой Велес. Надеюсь, я правильно прочел название. Именно в этой мастерской мальчишка пропадал все свое свободное время, постигая азы механики и поражая мастеров своей инженерной интуицией. Отец не возражал. Он вовремя понял, что
юриста и сына не выйдет. В этой самой мастерской при непосредственном участии юного Винченцо был создан прототип 3,5-сильного бензинового авто «Веллес», который оказался настолько удачным, что на него посыпались многочисленные заказы. Но мощностей крохотной мастерской категорически не хватало. К счастью, нашлись богатые инвесторы. И в 1899 году мастерскую вместе с лицензией на выпуск четырехколесного «Веллес» выкупил Джованни Аньелли, основатель стремительно растущей итальянской автомобильной фирмы в Турине. Сегодня нам эта марка известна в более сокращенной форме – Fiat. Винченцо в возрасте 18 лет получил в штате Fiat должность главного инспектора. Ему доверяли обкатку новых машин, и уже в 1900 году на 6-сильном Фиате он выиграл свою первую скоростную гонку в Падуе. Но одно дело инспектировать чужие машины и доводить их до ума, и совсем другое — создавать свои. 29 ноября 1906 года Винченцо вместе со своим другом Клаудио Фоджолино, также работавшим на Fiat, зарегистрировали собственную автомобильную фирму с уставным капиталом в 100 тысяч лир. Разместились они в старых цехах компании Итало. Черт не путать с современным производителем пластиковых моделей Италери. Капитал фирмы был скромным, поэтому права на ошибку у друзей не было. Решено было строить простой автомобиль. Их первенец внешне выглядел довольно заурядно, но под кузовом скрывались передовые решения. Облегченное шасси и карданный вал вместо привычных в то время громоздких приводных цепей. Еще больше удивлял высокооборотный мотор 2,5 литра. Четверка выдавала 28 лошадиных сил при 1450 оборотов в минуту. Для первого раза это было хорошим показателем. Модели машин решили называть по буквам греческого алфавита. Первая из них, Альфа, дебютировала на Туринском автосалоне зимой 1908 года. Заказы посыпались градом, и производство начало стремительно развиваться. За фирмой закрепилась репутация производителя надежных и мощных машин. За Альфой последовали Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон, Эта и так далее. Но помимо роскошных легковых авто для состоятельной публики, Лянча успешно строил грузовики, автобусы и даже трамваи. 15 февраля 1937 года ночью Винченцо почувствовал недуг, но решил не звать врача, чтобы не будить спящую жену. За доктором отправили только в 7 утра, но было уже поздно. При жизни он был гениальным инженером, гонщиком, удачливый бизнесмен и просто жизнерадостным итальянцем. Про Винченцо Лянча и последующую историю его фирмы можно рассказывать часами. Но формат канала диктует свои правила, поэтому предлагаю переключиться на грузовики. Принято считать, что первым было Lancia Iota, выпускавшаяся с 1915 по 1935 года в самых разных модификациях, от D-Iota до Epta-Iota. Всего было собрано около 3000 машин, и этот грузовик изначально проектировался для войны. Однако, изучая архивы старейшего автомобильного клуба марки Lancia Motor Club, существовавший с 1947 года, я наткнулся на любопытные строки. Цитирую. На модель Iota устанавливался 4-цилиндровый рядный двигатель тип 61 объемом
4940 кубических сантиметров, выдававший 70 лошадиных сил. Этот же мотор использовался в военном легковом грузовике Lancia 1Z 1912 года, в легковом авто 35 ХП Тета 1913 года. И вот здесь я снова начинаю водить пальцами по морской глади и делать свои умозаключения. Получается, что Йота не была первой. Винченцо разработал армейское шасси еще до Большой войны. В 1912 году появился легкий грузовик Lancia 1Z, который стал своего рода прототипом сначала для более тяжелого Йота, а затем после глубокой модернизации и для легендарного бронеавтомобиля Lancia Ansaldo 1Z. Как-то так. Ну вот, с основой броневика мы разобрались. Теперь возникает закономерный вопрос. А каким боком здесь пристроилась Ансальдо? Нужно понимать, что это был один из крупнейших машиностроительных концернов Италии, существовавший с 1853 года по 1993 год. Это был настоящий стальной хребет страны. Из его цехов в разное время выходили военные и гражданские корабли, артиллерийские орудия, боеприпасы, локомотивы, трактора, трамваи, легкие автомобили и, конечно же, танки и броневики. К Первой мировой войне Ансальдо превратился в промышленного гиганта внутри итальянского королевства. Только представьте, к 1918 году в его цехах трудилось 80 тысяч человек. И это не считая десятков других компаний, находившихся под его контролем. Это была империя в империи. Однако после войны в 1921 году удача отвернулась от гиганта. В связи с резким сокращением военных заказов компания оказалась в тяжелейшем финансовом положении. В итоге Ансальдо фактически перешел под контроль государства при поддержке Банка Италии. И вот этот промышленный гигант, взяв одно из лучших грузовых шасси на дорогах Италии, забронировал его, превратив в один из самых известных броневиков мира. Работу над чертежами будущей Лянчи начал инженер Гвидо Корни в сентябре 1914 года. Проектирование длилось до февраля 1915 года, после чего машина была запатентована, номер патента 147355. В апреле проект представили в военное министерство, где его одобрили и оформили заказ на первые 20 машин. Могли бы заказать и больше, но катастрофически не хватало пулеметов. В это время Италия еще не вступила в войну. Она наблюдала и изучала. Большую драку страна вяжется лишь в мае 1915 года. Первые полученные машины отправили на испытания в первый крепостной артиллерийский полк, расположенный в Генуе. Там их разделили на 5 взводов. Главной особенностью проекта была двойная башня, одна большая и маленькая сверху. А для преодоления проволочных заграждений вдоль корпуса установили характерные стальные рельсы направляющие. Броня изготавливалась из хромоникелевой стали толщиной в основном в 6 мм. Однако к 1917 году для третьей серии броневиков качественная сталь закончилась, и произошел вынужденный переход на более дешевую молибденовую сталь, из-за чего реальная защита, мягко говоря, просела, а появление немецких бронебойных пуль СМК и вовсе сделало 6-мм броню бесполезной. По габаритам машина получилась крупной, с местом для экипажа из 6 человек. Вес аппарата достигал почти 4 тонн. Ну, а в перегрузке до 6. Двигатель стоял 4,94 литра, 4-цилиндровый рядный, мощностью 35 лошадиных сил.
с возможностью форсирования до 40 лошадиных сил на 30 минутах. В апреле 1915 года решили добавить защитные кожухи для задних колес, а узкие 120-мм шины заменить на более широкие 135-мм. На вооружении стояли 3 пулемета «Максим» образца 1906 года, но на некоторые машины установили трофейные 6,85 мм пулеметы «Максим Дрейс». Их сняли с немецкого грузового судна «Байерн», которое было интернировано в начале войны. В марте 1917 заказали еще 17 машин с доработками. Появились новые вентиляционные щели, а передние бронекожухи колес заменили на простые крылья. Также обновили форму радиатора. В октябре-ноябре 1917 года итальянскую армию постигло тяжелое поражение при Капоретто. Огромные потери в людях и технике заставили выдать срочный заказ на новые броневики. Было заказано 100 машин улучшенной модели, и все они были поставлены до конца 1918 года. Новые машины третьей серии поступили на вооружение 3 и 4 отрядов, а также вновь сформированных подразделений с 7 по 17. Третью серию ради ускорения производства решили упростить, сняв маленькую вторую башню. За счет этого отпала нужда в шестом члене экипажа, а внутри стало просторнее. Машина стала легче и ниже, что улучшило устойчивость на бездорожье. Первоначально пулеметы заменили на Сант-Этьен МЕ 1907, но, как мы помним из ролика про Ренал 1914, этот пулемет был далеко не идеален. Он причинял стрелку массу неудобств своими отказами, поэтому их быстро заменили на более надежный Fiat Revelli М1914. Были у Лянчи и другие отличия, малозаметные для невооруженного глаза. У первых 1ЗМ две запаски обычно стояли на правом борту. У ранних 1З они крепились сзади снизу. Немного изменились вентиляционные отверстия и бронировка моторного отсека. В десантном отделении стало меньше смотровых щелей. Упростили передние бамперы. При этом некоторые машины оригинальной серии 1З позже доводили до стандартов 1ЗМ, удаляя верхнюю башню. Из-за этого на фото часто встречаются гибриды с чертами обеих серий. Кстати, некоторые из этих машин использовали для тренировки даже американские войска на итальянском фронте. После Первой мировой войны путь Лянчи не закончился. Машины применялись в Ливии для наведения порядка в колониях. В 1919 году 2 образца были переданы или проданы Чехословакии. По одной машине досталось Венгрии и Афганистану. В 1928 году Албания и Австрия получила по 4 машины. В 1932 году 4 броневика 3 серии отправили в Тяньцзинь, Китай, для охраны итальянской концессии. Самое удивительное, что афганский броневик дожил как минимум до 2007 года, когда его сфотографировали силы НАТО на военной базе. Сейчас этот невероятно редкий экземпляр хранится в военном музее в Дрездене. В 1926 году 4 Лансия 1ЗМ отправили в итальянское Сомали. В декабре 1934 года 2 из них попали в засаду эфиопских войск у Уаль-Уаля. Машины получили множество попаданий, но выстояли. В 1935 году для эфиопской компании прислали еще 3 секции 1ЗМ, часть из которых оснащалась усиленными широкими шинами. В гражданскую войну в Испании на помощь франкистам отправили 8 машин различных серий в составе итальянского добровольческого корпуса. Эти машины брали Малагу, участвовали в битве при Гуадалахаре, сражались у Сантандера
и в наступлении в Аргоне. Они все еще были эффективными против пехоты, но несли потери. Конструкция безнадежно устарела. На фоне советских ФАИ и БА-6 Лянча выглядела анархаизмом. К концу войны из 8 машин уцелело только 3. Их оставили испанским властям, после чего их следы теряются. Скорее всего, они пошли на слом. Когда для итальянцев разразилась Вторая мировая война, в строю все еще находилось 34 броневика Lancia 1ЗМ. Просто адекватной замены им на тот момент не было. Но, по крайней мере, так говорят. Хотя звучит это довольно странно. Раскидала их по всему свету. 13 машин в Ливии, несколько на Балканах, а целый взвод из состава 312-го батальона закинули на остров Родос. И не забываем про машины в Китае, где они обеспечивали оборону итальянской концессии в Тяньцзине. Я их уже упоминал. Конечно, как боевая единица на тот момент Лянча была уже слабой. В танковых полках, к которым эти броневики были причислены, их активно заменяли на танкетки CV-29. Но из-за острого дефицита техники старички все равно оставались в строю. Отдельные экземпляры немцы использовали на Балканах вплоть до 1945 года. Кстати, у Cooper State Models под этот прототип третьей серии есть отдельная коробка с моделью. У Lancia 1ZM даже во время Второй мировой оставалось неплохое вооружение и очень надежное шасси. Но мотор уже откровенно был слаб, а броня слишком тонка для новых реалий войны. Ну, вот такая короткая справка по самому броневику. Но это еще не все. Ведь был еще и тендер на базе этого шасси на службе Британии, командный передвижной штаб и даже зенитная установка. Более того, все это существует в пластике и в 3D-печати. Так что мы продолжаем нашу историческую справку. И если вы уже допили свой чай или кофе, предлагаю еще раз поставить чайник. Начнем. Пожалуй, с Lancia Tender. Эту модель броневика относительно недавно выпустила компания Cooper State Models, и некоторые моделисты уже успели ее собрать. В дальнейшем я так и буду называть этот тип машины Tender. Кому интересен точный перевод с английского, можете заглянуть в словарь. Но поверьте, в контексте этой машины английское название звучит лучше всего. В сети информации по этому броневику маловато, но при желании хороший материал собрать можно. А вот в печатном варианте существует великолепная книга British Armored Tender Lancia History, Development and Service за авторством Аурона Смита. Информации в ней даже с избытком. Но не будем тянуть. В 1916 году в Ирландии, бывшей тогда владении Британии, вспыхнуло восстание против власти короны. Участились атаки на королевскую ирландскую полицию. Для их защиты во время патрулирования, а позднее и для сил, известных как Black and Tans, черно-пегие, созданных для борьбы с повстанцами, потребовалась защита на колесах. Позже к ним присоединились и вспомогательные дивизии. Поначалу власти импровизировали, создавая кустарные броневики, способные защитить экипаж от стрелкового оружия, самодельных бомб и прочих пакостей. Со временем родилась идея стандартизации бронемашин. Так их легче обслуживать и чинить. Нужен был универсал, способный нести небольшой десант и тащить за собой груз. Например, пушку. У британцев на тот момент было много грузовиков фирмы Fiat и Lancia. Причем последний считался наилучшим. Lancia и решили бронировать. По одним источникам за основу брали шасси Lancia Iota и Triota. Где-то упоминается и Lancia 1Z. У них бронировали мотор, крышу, кабину водителя, устанавливали высокие борта с лючками для стрелков. Позже появилась знаменитая сетчатая крыша.
Топливный бак разместили прямо за водителем. На вооружение обычно шел пулемет «Левис», а также винтовки с гранатометами. Позже между Ирландией и Британией был заключен договор, формально признающий независимость Ирландии. Однако пункты этого соглашения устроили далеко не всех, что вызвало раскол в обществе и привело к гражданской войне с июня 1922 по май 1923 года. Борьба шла между противниками договора и новообразованными властями Ирландии, имевшими поддержку Британии. На стороне последних была регулярная армия, обученная ветеранами Первой мировой. Ирландским правительством войскам передали артиллерию, стрелковое оружие, 8 броневиков Rolls-Royce и 111 единиц Lancia Tender. Как вы думаете, кто выиграл в этой войне? Сами тендеры всячески модифицировали. 7 из них даже поставили на рельсы для охраны ремонтных бригад на железных дорогах. Некоторые броневики прослужили вплоть до 1937 года, а некоторые позже разобрали обратно в грузовики, просто сняв броню. Однако 40-50 машин отправили на Ближний Восток на помощь британским королевским ВВС РАФ, оснащенные пулеметами Льюиса. Они перевозили войска и оборудование, участвуя в боях в Кургистане бок о бок с легендарными Роллс-Ройсами. Ныне эти машины большая редкость. Одну я нашел в Музее истории военной автотехники в Италии, вторую в Ольстерском музее транспорта. Про нее я расскажу немного чуть позже. На базе шасси Lancia 1Z существовали и другие интересные модификации. В сети мне попадались изображения Lancia 1Z Osservatorio наблюдения. Но кроме фото, информации удалось найти немного. По сути, это был грузовик с высокой выдвижной лестницей. Как я понял, такие машины требовались для корректировки артиллерийского огня с высоты. Также существовал штабной броневик Lancia 1Z Commando. По нему мне удалось найти только чертеж интерьера, но выполнен он довольно детально. Примечательно, что на чертеже видны водяные знаки компании Fiat. Это объясняется тем, что со временем концерн Fiat приобрел контрольный пакет акций Lancia. Больше всего повезло с информацией по зенитной установке Lancia 1Z Anti-Velivolo с пушкой калибра 75-27. По ней сохранилась неплохая историческая справка. В 1917 году королевская итальянская армия для защиты своих границ от налетов австро-венгерской авиации срочно понадобились мобильные зенитки. С выбором шасси и орудия мудрить не стали. С проектированием тоже не затягивали. В кратчайшие сроки было создано 6 противовоздушных батарей, которые включили в состав 61-го экспериментального артиллерийского полка. Из-за компактного размера грузовика и довольно крупного орудия машина была не самой устойчивой. Тем не менее, она отлично показала себя и как самоходная артиллерия, и как зенитка. На вооружении стояла пушка Ансальдо 75-27 АВ. По горизонтали она имела сектор обстрела 360 градусов, а по вертикали от -5 до +80 градусов. Ну что ж, не будем терять времени и перейдем к самым интересным фотографиям, как архивным, так и современным. Начну я, пожалуй, вот с этого снимка. На нем уже есть описание. Парад лорд-мэра, Лондон, 9 ноября 1916 года. В то время шла война, поэтому в праздничной процессии преобладал военный контингент. На фото мы видим грузовик Lancia 1Z на службе британского флота. Если верить описанию, перед нами именно шасси 1Z.
Но в его кузове установлена пушка QF3 PDR 5CWT 47 мм. По сути, это французское орудие системы Гочкиса образца 1886 года. В те годы она стояла на вооружении многих стран в самых разных вариациях. Индекс QF означает Quick Firing, скорострельная. Изначально пушка предназначалась для морской службы, но здесь ее адаптировали под нужды зенитной артиллерии. Кстати, интересная деталь для моделистов. Белые полосы на шинах – это не краска. В те годы шины изготавливались из натурального каучука и имели светлый, почти белый цвет. То, что мы видим на фото, это просто налипшая дорожная грязь, которая обнажила естественный цвет резины по бокам. Идем далее. В поисках информации по Lancia 1Z я наткнулся на страницу реставраторов старой техники. Можно сказать, что это те же самые моделисты, только в масштабе 1 к 1. К ним в руки попало шасси броневика в довольно приличном состоянии, на котором можно детально рассмотреть раму, мотор и коробку передач. Все фотографии я выкладывать не буду. Их очень много, и вы можете сами посмотреть их на официальном сайте Historic Competition Service. Мне же особенно интересна рама, а точнее бирка на ней. Посмотрите, там четко выбито Lancia Tipo 1Z. Компания Lancia маркировала рамы своих машин строго по типу модели. Также любопытные фотографии мотора. На них видно, что блок цилиндров когда-то приходилось восстанавливать с помощью сварки. А вот клеймо на трансмиссии Lancia Torino Motor 596. Понятно, что в пластике на модели в 35-м масштабе такие микроскопические детали не реализовать. Но знать такие подробности о прототипе чертовски интересно. На одном из форумов я наткнулся на интересные фотографии реставрации Lancia Tender. Под ними был текст, проливающий свет на историю этой машины. Вот перевод. На снимках запечатлена Lancia, обнаруженная в Северной Ирландии. Музей транспорта Ольстера обратился в бывшие полицейские транспортные мастерские с просьбой восстановить автомобиль. Мастера взяли за дело с большим энтузиазмом. Однако вместо заклепок использовали болты с полукруглой головкой, а вместо брони обычные стальные панели. Работа продвигалась успешно. К сожалению, фото готового результата у меня нет. Но я помню, как эта машина ездила по территории мастерских в Каррикфергусе где-то в 1998 году. Насколько я знаю, сейчас она находится в экспозиции Музея транспорта Ольстера. Как видно из текста и фото, броневик имеет лишь условную форму. Хотя силуэт передан верно. Место заклепок — скругленные болты, а моторный отсек оставили не бронированным. Возможно, для лучшего охлаждения. Также над задними колесами сохранились оригинальные крылья, хотя на старых архивных фото Lancia Tender они обычно сняты. Тем не менее, в основе здесь старое отреставрированное шасси Lancia 1Z. Так что в Ольстере вполне возможно хранится оригинальная база того самого грузовика. Хотя и в таком условном бронекорпусе. Также я нашел в сети страницу из старого издания одного. К сожалению, название книги или журнала установить не удалось. В заметке говорится о продаже двух шасси Lancia на аукционе 1966 года в лондонском Horticultural Hall. Любопытно, что тогда их называли не Tender, а Lancia APC Armored Personal Carrier. И там есть интересные строки. Эта машина была частью контракта британской армии на итальянские грузовики во время Первой мировой войны. Это Lancia Type 1Z 1912 года.
оснащенные педальным электрическим ножным стартером Rushmore в качестве стандартного оборудования. Это были одни из самых ранних электрических стартеров, использовавшихся в автомобильной промышленности. Период производства 1Z был 1912-1916 года. Честно говоря, я не знал, что у них был ножной электрический стартер. А вы? Ну и напоследок. Фото Lancia Tender из военного автомобильного музея в Риме. У него очень эффектный окрас и надпись на борту. 17-й батальон танкового корпуса. Будете в Риме, обязательно загляните в этот музей. Ну а теперь, думаю, мы можем наконец перейти к обзору пластиковых моделей и 3D-печати. Но прежде короткая рекламная пауза. Я бы хотел обсудить такой важный вопрос, как донаторство для моего канала. Это нужно для того, чтобы я мог ежемесячно закупаться дорогими и уникальными моделями техники первой половины 20 века. И, конечно, уникальными, дорогущими комплектами допов к ним. А потом хвастаться ими на канале и с удовольствием собирать, позабыв про все вокруг. Ну так вот, такого у меня на канале нет. Нос еще у меня не дорос. Пока что. В пластике моделями на базе шасси Lancia 1Z нас радует, конечно же, компания Copper State Models. В их ассортименте уже есть вариант 1ZM, британский тендер, а также прозвучал анонс на ранний вариант броневика 1Z. От набора 1ZM у меня осталась только коробка. Саму модель я уже собрал. А вот коробка с Lancia Tender у меня в полном комплекте. С книгой. И до нее мои руки еще не добрались. Так что давайте изучим содержимое вместе. А в коробке действительно есть на что посмотреть. В первую очередь это книга British Armored Tender Lancia за автором Аурона Смита. С ней вам не придется лезть в сеть и по крупицам выискивать разрозненные упоминания и фотографии. Все необходимое собрано в этом издании. Информации здесь, возможно, даже больше, чем вы рассчитывали. Но есть один нюанс. Книга шла только с наборами по предзаказу. Далее, инструкция по сборке и окраске. Тут у Copper State Models все как всегда. Четко, понятно и на высоте. Декаль отпечатана фирмой Картограф. Так что за качество можете не беспокоиться. Перейдем к пластику. В наборе есть небольшой прозрачный литник для фар и 3 уже знакомых литника от Lancia 1ZM. Эти детали рамы, двигателя и колес. После сборки останутся лишние детальки, например, пулеметы. Но если у вас есть воображение, вы наверняка найдете, куда их пристроить. И, конечно, 4 новых литника для бронекорпуса самого тендера. Качество литья на вид очень приятные. Кроме того, в наборе по предзаказу можно найти памятную карточку с благодарностью. Ее обязательно в рамочку и на стену. Что касается дополнений, то у самих Copper State Models их немало. Но прежде чем их приобретать, определитесь, какой именно вариант броневика вы хотите собрать. Внимательно изучите фотографии, они есть в книге и в инструкции. Ну и в сети. Также существуют фигурки, которые помогут оживить вашу работу. С ними можно собрать отличную виньетку или небольшую диораму. Существует и вариант Lancia 1ZM периода Второй мировой войны на службе у немцев под обозначением PS SP VG1ZM. И у этого набора есть свои отличия. В первую очередь это колеса с резиновыми покрышками, другие пулеметы в башне и очень интересные варианты камуфляжа. Но есть и 3D-печатники из Италии. VIP 3D Model.
У них много интересных моделей на Первую и Вторую мировую в масштабах 1:72 и 1:35. Среди них есть и грузовик Lancia 1Z, наблюдательный пост, обсерваторию, передвижной командный штаб и зенитная Lancia 1Z анти-Веливоло DA-7527. Фотографии самих моделей, готовых или распечатанных работ, на их странице нету. Хотя можно поискать их страницу в Facebook. И чтобы понять, что из себя они представляют, нужно одну из них приобрести. Но это, конечно, если есть желание. Что я и сделал, и даже успел собрать в относительно короткий промежуток времени. Поэтому предлагаю перейти к моим собранным работам. Начнем с Lancia 1ZM от Copperstate Models. Вот она, моя красавица. Да, согласен, работа не идеальная. Есть свои косяки, например, они заметны в окраске башни. Но в целом модель получилась неплохой. За прототип я взял машину, состоящую на службе итальянских карабинеров в 1928 году. В процессе сборки подглядывал на YouTube-канал LPG Model, пытаясь перенять те или иные приемы, так сказать, учился у мастера. Модель, по сути, идет без интерьера. Однако в сети полно фотографий внутренней отделки. И если приложить немного усилий, броневик можно детализировать изнутри. Выглядеть это будет на порядок интереснее. При нанесении смывки у меня произошел казус. Растушевывая состав ватной палочкой, я одним легким движением снял слой краски вместе с грунтом на небольшом участке модели. Я тогда завис минут на 2. Но я же моделист, я не паниковал. Я собрал в кулак всю свою моделистскую волю, опыт и, взяв свою собаку под мышку, пошел проветриться на улицу. Погода была солнечная и летняя, и... Так, стоп. Это не моя собака. Я же моделист. А значит, и питомец должен быть компактным, в моем масштабе. То и терьер. Вот так-то лучше. В общем, проветрив голову и вернувшись домой, я просто протер проблемный участок насухо, нанес легкий слой грунта и закрасил. Делов-то. И маленький совет по сборке. Если планируете ставить бронекрылья над задними колесами, сначала полностью покрасьте и затонируйте машину, а уж потом приклеивайте сами крылья. Ну и в конце не забудьте все это запылить. Только, пожалуйста, не той пылью, что скапливается на шкафу в труднодоступных местах. Идем далее. Позвольте представить вам одно из моих недавних приобретений. Зенитный вариант Lancia 1Z. Времен Первой мировой войны в масштабе 1:35. Это редкая 3D печатная модель, которую я нашел на итальянском портале VIP 3D Models. С учетом пересылки набор обошелся мне в 70 евро. Сумма для кого-то кусачая, но для редкого эксклюзива цена вполне приемлемая. Итак, что же внутри? Открываем коробку, и первое, что нас встречает, настоящая итальянская газета. Бумага с характерным желтым оттенком, самое что ни на есть желтая пресса. Я уже было приготовился почитать свежие новости из Италии, но стоило ее приподнять, как обнаружились пакеты с деталями. Что ж, чтение оставим на потом. Переходим к делу. Инструкция лаконичная. Всего на 2 листах, но при этом цветная и очень информативная. Детали на схеме разделены по цветам. Решение простое, но невероятно удобное при сборке. Сами детали распечатаны чисто, поверхность выглядит гладкой. Однако под увеличительным стеклом и даже под пристальным обзором глаза заметна слоистость печати. Слои не самые тонкие, зато детали кажутся прочными.
Нужно ли их шкурить и шпаклевать, это вам решать. Не обошлось и без досадных моментов. Переднее правое крыло оказалось обломано. Да и в процессе работы выявились еще пара поломок. Не критично, суперклей все исправит. Но производителю явно стоит подумать о коробке побольше. Детали упакованы плотно, словно кильки в банке. Самое сложное в работе с таким 3D принтом понять, где заканчивается деталь и начинается поддержка. Лишнего откусить совсем не хочется. Столкнулся я и с недопринтом. Одна деталь оказалась не пропечатана до конца. Раньше я думал, что такой брак бывает только у литого пластика. Что касается масштаба, то здесь есть нюансы. Хоть набор и заявлен в масштабе 1 к 35, по факту модель ближе к 32 или даже к 30 масштабу. Сравнивал со своей Lancia 1ZM от Copperstate. Разница ощутима. Да и фигурка водителя на фоне пластиковых коллег выглядит гигантом. Но, знаете, этот гигантизм придает модели какой-то свой особенный стиль. Кому-то это может не понравиться, а кому-то, наоборот, придется по душе. Сборка шла легко. Удивило, как по мере готовности модель приобретала в весе. Она получилась буквально увесистой, что непривычно после легкого пластика. Детали толстокожие, без лишнего ажура, но в сборе машина выглядит очень мощно. В конечном итоге работа меня порадовала. Этот итальянец определенно займет свое место в моей коллекции. Ну вот, про лянчу я поведал, а в конце хочется немного пофилософствовать о нашем хобби и о тематике моего канала — техники начала 20 века. Один опытный моделист как-то сказал, что любителей броневиков и грузовиков Первой мировой не так уж и много, но всех их смело можно отнести к настоящим гурманам. И здесь вырисовывается любопытная закономерность. Стоит тебе собрать один образец техники, как на его место мгновенно вырастает желание собрать еще два, совершенно других. Осиливаешь эти, и вот у тебя на примете уже 4 или 6 новых хотелок. Это своего рода моделистская гидра. Рубишь одну голову, а на ее месте вырастают две. И ты задаешься вопросом, как это возможно? Ведь образцов техники в начале 20 века было не так много, как сейчас. Да и производителей в пластике раз-два и обчелся. Но секрет в том, что все они были невероятно индивидуальные. Возьмем тот же Rolls-Royce, канадский броневик, или наш старый знакомый Renault тип ED 1914 года. Любую из этих машин можно собрать в 3, а то и в 6 вариантах окраса или модификации. А когда начинаешь копать глубже в сети, натыкаешься на уникальные 3D-печатные модели поразительного качества. Иногда встречаешь редкие фото с необычным экземпляром. И все, покой потерян. Начинаешь проектировать сам, допиливать из листового пластика или скрещивать несколько наборов. И да, один такой уникальный экземпляр у меня в коллекции уже есть. В этот момент понимаешь, тема бездонная. Пока ты доводишь дома один борт, время бежит. И где-то на рынке появляются новые потрясающие наборы. Точно так же происходит и с моими видео. Сделал один ролик и тут же тянет рассказать про броневик Остин. А, нет, лучше про Гарфорд Путиловец. Но как же трактор Холл-75? А авиация? Вон на шкафу уже ждут своего часа 2 этажерки в 32-м масштабе. А вчера вообще приехал полугусеничный Маринваген 2 от St. George Model. Тут окончательно осознаешь, что 10 роликами нам точно не обойтись. Но на сегодня, пожалуй, закончим. Отдыхайте, набирайте сил,
А я пошел писать сценарий для нового выпуска. Всем удачи!